Представьте себе японский остров, где ночь приносит не покой, а настоящий ужас. Это Амами-Ошима, и им правят змеи Хабу. В 1980 году эти ядовитые существа укусили около 400 человек, оставив за собой след боли и смерти. Но почему Хабу вызвали столько страха? Змеи Хабу — это не просто змеи, это настоящие монстры змеиного мира, близкие родственники гремучих змей и гадюк. Они принадлежат к семейству восточных гадюк, двоюродными братьями которых являются коралловые змеи и кобры. Представьте себе существо, укус которого может оказаться смертельным всего за несколько часов. А теперь умножьте этот страх на тысячи змей, прячущихся в темноте. Долгое время борьба с укусами Хабу была кошмаром для местных жителей. Противоядие существовало, но его нельзя было хранить в отдаленных горных районах без электричества. И именно здесь произошло большинство поклевок. Это была гонка со временем, в которой каждая минута могла означать разницу между жизнью и смертью. Японские власти оказались в затруднительном положении. Как они могли защитить людей от этой невидимой угрозы? Построить линии электропередачи в горах? Это займет годы и будет стоить целое состояние. Разработать новое противоядие? Та же проблема, и к тому же не было никакой гарантии, что это вообще сработает. Тогда кому-то пришла в голову блестящая идея. Что если на остров завезли естественного врага змей? Животное, способное не только охотиться на Хабу, но и пережить их укусы. Это звучало как план спасения, достойный голливудского блокбастера. Конечно, выбор пал на мангустов. Эти ловкие хищники известны своей способностью противостоять змеиному яду. Природа снабдила их специальными рецепторами ацетилхолина, которые делают их менее чувствительными к яду кобры. А кобры — близкие родственники Хабу. Идеальное сочетание, правда? В 1979 году в Амами-Осиму привезли всего 30 мангустов. Маленькие, но отважные бойцы в борьбе со змеями. Казалось бы, проблема решена. Островитяне могли вздохнуть с облегчением, ожидая, что вскоре они смогут ходить по своей земле, не боясь наступить на смертоносную змею. Но природа любит нас удивлять. Прошло несколько лет, и стало ясно, что что-то пошло не так. Мангусты действительно размножились, но количество змеиных укусов ничуть не уменьшилось. Что произошло? Ответ был до смешного простым, но не менее шокирующим. Мангусты и Хабу просто. Вовремя разошлись. Оказывается, мангусты — дневные животные, а Хабу охотятся ночью. Так что они буквально жили в разных часовых поясах на одном острове. Но если мангусты не охотились на змей, что они делали? Ох, они нашли чем заняться, и последствия оказались еще более катастрофическими для местной экосистемы. Мангусты начали охотиться на местных животных, многие из которых оказались не готовы к появлению нового хищника. Среди жертв был уникальный кролик Амами, живое ископаемое, найденное только на 2 крошечных японских островах. Как печально. Миллионы лет эволюции, а в итоге оказались обедом для незваного гостя. Это как динозавр, внезапно появившийся в современном мире и охотящийся на домашних кошек. К 1993 году воздействие мангустов стало настолько очевидным, что Министерство окружающей среды забило тревогу. Но к тому времени было уже слишком поздно. В 2000 году популяция мангустов на острове достигла пика в 10 тысяч особей. Небольшая группа быстро превратилась в неуправляемую орду. Экологическая катастрофа разворачивалась на глазах у всех. Около 15 эндемичных видов сейчас находятся под угрозой исчезновения. Среди них были не только кролики, но и редкие птицы и мелкие млекопитающие. Представьте себе, что уникальный мир, сформировавшийся за тысячи лет изоляции, внезапно рухнул из-за необдуманного решения.
на грани разрушения. Но на этом проблемы не закончились. Мангусты, недовольные дикой природой, начали вторгаться на фермы. Они охотились на домашних птиц, ели фрукты с полей и, что хуже всего, распространяли опасные болезни. Фермеры оказались в отчаянной ситуации, наблюдая, как эти маленькие злоумышленники разрушают их тяжелую работу. Японские власти поняли, им нужно действовать, и быстро. В 2000 году началась настоящая война против мангустов. Была создана специальная команда «Охотники мангустов». «Амами» звучит как название научно-фантастического фильма, не правда ли? Но такова была суровая реальность. Операция по истреблению мангустов напоминала военный поход. Были использованы все доступные методы, от изощренных капканов до специально обученных собак-ищеек. Но мангусты оказались достойными противниками. Они были умны, быстры и хорошо приспособлены к окружающей среде. Битва длилась почти четверть века. Представьте себе, целое поколение выросло на острове, где охота на мангустов была частью повседневной жизни. Дети, рожденные в начале операции, выросли и включились в борьбу с инвазионными видами. Методы борьбы с мангустами постоянно совершенствовались. Сначала они просто расставили ловушки вдоль улиц, но должного эффекта это не возымело. Затем люди стали использовать более сложные приемы, ядовитые приманки, аттрактанты, вещества, привлекающие животных своим запахом. В операции были задействованы даже специально обученные поисковые собаки. Особое внимание было уделено конструкции ловушек. Они были разработаны специально для мангустов, с учетом их размера и формы тела. Таким образом, другие животные могли избежать попадания в ловушки. А затем, в 2024 году, была объявлена невероятная новость. Мангусты на Амами-Осиме полностью вымерли. Это была первая успешная битва против популяции мангустов на таком большом острове. Триумф человеческого упорства над ошибками прошлого. А как насчет ядовитых змей? Удивительно, но к 2020 году количество укусов хабу снизилось до 60 в год. И произошло это не из-за мангустов, а из-за возросшего доступа к противоядиям и другим защитным мерам. Ирония судьбы. Проблема, которая привела к появлению мангустов, почти разрешилась сама собой. С 1992 года не было зарегистрировано ни одного случая смерти местного жителя от укуса хабу. Это настоящий прорыв в медицине и реагировании на чрезвычайные ситуации. Теперь жители Амами-Осимы могут чувствовать себя в большей безопасности, хотя необходимо сохранять бдительность. История Амами-Осимы далеко не единичный случай. Мангусты терроризируют экосистемы по всему миру. Вспомним Гавайи, куда в 1880-х годах были завезены 72 мангуста для борьбы с крысами на сахарных плантациях. Результат? Экологическая катастрофа, угроза исчезновения многих местных видов птиц и полный провал в борьбе с крысами. Ситуация на Гавайях была еще хуже, чем в Японии. Мангусты не только не смогли справиться с крысами, но и стали причиной исчезновения как минимум 8 видов птиц, находящихся под угрозой исчезновения. Целые виды, уникальные творения природы, были потеряны навсегда из-за одного единственного необдуманного решения. Или возьмем Ямайку, где после завоза мангустов в 1872 году разразилась настоящая эпидемия клещей. И почему? Потому что мангусты истребили птиц и рептилий, которые когда-то контролировали популяцию насекомых. Представьте себе эффект домино в природе, когда один неверный шаг приводит к каскаду непредсказуемых последствий. Британским колонистам на Ямайке потребовалось много времени, чтобы понять, что происходит. Они жаловались на нашествие клещей, но власти настаивали на том, что баланс в природе восстановится сам собой.
К сожалению, природа оказалась не столь снисходительна к человеческим ошибкам. К счастью, история мангустов не всегда была историей разрушений. Например, древние египтяне держали мангустов в качестве домашних животных. Уникальное изображение человека, ведущего мангуста на поводке, найдено на могиле, датированной 4000 лет назад. Возможно, они использовали этих животных для охоты на птиц или борьбы с грызунами. Кто знает, может быть, люди и мангусты тогда жили вместе более гармонично? Интересно, что мангусты никогда не были полностью одомашнены в том смысле, в котором мы понимаем это слово сегодня. Их не разводили контролируемым образом, как собак или кошек. Однако в некоторых культурах их держали в качестве домашних животных, в основном для борьбы с вредителями. Вернемся в настоящее. Опыт Амами Осимы не прошел для Японии даром. Эти уроки сейчас применяются на Окинаве, где мангусты также являются проблемой. Но здесь ситуация еще сложнее. Окинава ближе к естественной среде обитания мангустов, что делает их еще большей угрозой для местной дикой природы. На Окинаву мангустов завезли еще в 1910 году, примерно за 70 лет до прибытия на Амами Осиму. Было выпущено всего 17 животных, но этого оказалось достаточно, чтобы вызвать экологическую катастрофу. Более высокие температуры и близость к естественной среде обитания мангустов сделали остров идеальным местом для их размножения. На Окинаве для сдерживания мангустов были построены специальные заборы. Эти заборы — настоящие шедевры техники. Они не очень высокие, но имеют Г-образное основание, которое не позволяет мангустам рыть туннели под ними. Представьте себе, крошечные хищники остановились из-за простого изгиба металла. Интересно, что мангусты Окинавы не только угрожают местной дикой природе, но и 3 эндемичным видам птиц. Эти птицы пережили тайфуны и другие стихийные бедствия на протяжении тысячелетий, но были беззащитны перед небольшими захватчиками с материка. Борьба с мангустами на Окинаве продолжается и сегодня. Благодаря установленным заборам их популяция постепенно сокращается, но до полной победы еще далеко. Власти поняли, что не могут допустить, чтобы мангусты с Окинавы снова вторглись в Амами Осиму, иначе им придется начинать все сначала. А теперь представьте совсем другую историю с мангустами. В Шри-Ланке когда-то было решено обучить этих животных обнаруживать запрещенные вещества. Да, вы не ослышались. Полиция мангуст. Проект даже получил грант в размере $50 000 от Министерства иностранных дел страны. Идея казалась революционной. Планировалось использовать мангустов для проверки грузовых контейнеров. Животных выпускали в контейнер, наполненный автозапчастями, и когда они замечали что-то подозрительное, то выходили оттуда с распушенными хвостами. Эксперименты показали, что мангустов действительно можно обучить такому виду работы, и первые результаты были очень многообещающими. Даже национальный зоопарк Шри-Ланки был задействован, предоставив свои помещения для экспериментов. Был нанят специальный тренер и разработана программа обучения. Мангусты превратились в маленьких пушистых детективов, прыгающих между ящиками в поисках контрабанды. Казалось, что Шри-Ланка была на пороге прорыва в таможенном контроле. Полиция Мунго могла бы стать настоящей сенсацией и изменить правила борьбы с торговлей запрещенными веществами. Но, как это часто бывает с инновационными проектами, вмешалась реальность. Смена руководства страны, политические потрясения и амбициозный проект был забыт. Мангусты так и не стали частью правоохранительной системы Шри-Ланки. Сегодня история полиции Мунго кажется забавным анекдотом из прошлого. Но кто знает, если бы проект продолжился, мы могли бы увидеть этих шустрых зверюшек на таможенных пунктах по всему миру. Но история пошла по другому пути, и нам осталась лишь память о необычной идее и неиспользованном потенциале наших маленьких пушистых друзей.